Приветствую вас, коллеги. Сегодня тема такая, знаете, немножко неординарная. Сегодня мы поговорим о наболевшем. Как оператору ЧВУ пробить свой стеклянный потолок доходов. Я скажу так, это видео будет не только про то, как пробить, вернее, потолок своих доходов, как заработать, соответственно, больше, но и как продвигаться дальше и развиваться, стартуя в этой профессии. Потому что многие думают, что их зарплата зависит только от настроения начальника или региона, где они работают. Да, конечно, есть такое, но в основном это неправда. Ваш доход — это прямое отражение вашей ценности в производстве. Мы разберем конкретные шаги от банальной дисциплины до высшего пилотажа. Но знаете, что отличает тех, кто работает втрое больше остальных? Об этом мы сейчас поговорим. В каждом цеху всегда есть каста так называемых кнопкодавов и каста создателей. Обычный оператор, который просто ставит детали, жмет на кнопочку старт, всегда будет получать базовую ставку, ну или как минимум такую небольшую заработную плату. И это, в принципе, тупик в его развитии. Наладчик, который сам подбирает инструмент, зарабатывает уже больше и плюс имеет какую-то фиксированную ставку, которая не зависит от сдельной работы. А программист-технолог зарабатывает еще больше. Разрыв в доходах порой просто колоссален. И он только растет. Вы хотите оставаться на самом дне этой пищевой цепочки? Или вы готовы сделать первый, самый неочевидный шаг, о котором почему-то все забывают? Итак, первый шаг — это изменение вашего мышления. Знаменитое правило 80/20 работает и здесь. 20% сотрудников тянут на себе 80% всей надежности цеха. Стабильность бьет голый талант. Если вы приходите вовремя, маниакально следите за своими процессами и не ищете оправданий, то вы уже в этой двадцатке, то есть в топе. Руководство всегда замечает тех, кто решает проблемы, а не создает их или не рассуждает просто об этих проблемах. Но, к сожалению, одной дисциплины мало, чтобы цифры в вашем расчетном листке взлетели до потолка. Для этого вам придется взять процесс полностью в свои руки буквально. И вот как именно. Переход от оператора к наладчику – ваш первый финансовый трамплин или скачок. Наладчик – это человек, который оживляет металл. Вы должны научиться самостоятельно привязывать инструмент, выставлять нули станков, инструменты, деталей и читать сложные чертежи так же легко, как утреннюю газету за чашечкой кофе. Ну это, конечно же, шутка. Это требует понимания тонкой механики и смелости брать ответственность на себя. Да, ошибки здесь стоят достаточно дорого, но и платят за эту смелость и ответственность достаточно щедро. Впрочем, даже лучший в мире наладчик бессилен, если в руках плохой инструмент. Хотите знать секрет идеальной наладки? Секрет кроется в абсолютной надежности на каждом этапе. Когда вы затягиваете оправку или меняете оснастку, вам нужен инструмент, который не сорвет грани и не подведет критический момент. Я всегда настоятельно рекомендую использовать профессиональные ключи и головки фирмы Berger. Их знаменитый логотип, золотой щит с буквами BG – это знак бескомпромиссного качества. Девиз Berger «Бери, делай». Никаких сомнений, только четкая работа. Но даже с таким инструментом вы далеко не уедете, если не понимаете, что происходит на микроуровне. И вот начинается тут настоящая магия. Метрология – это истинная религия машиностроения. Запомните, если вы не можете точно измерить деталь, вы не можете ее и сделать в принципе качественно. Безупречное освоение микрометров, нутромеров, колумбиков, различных других измерительных приспособлений и приборов, а также возможно и работе научиться координатно-измерительной машине, делает вас незаменимым экспертом. Вы перестаете бегать в отдел контроля по каждому пустяку, вы сами становитесь гарантом качества для завода. Это мгновенно повышает вашу стоимость на рынке труда. Однако умение измерять – это лишь работа уже с последствиями. А как насчет того, чтобы управлять первопричиной получения качественных деталей? G-коды – это просто азбука, но чтобы писать великие романы на этом языке в металле, вам нужно выучить более сложный язык.
Параметрическое программирование – это момент, когда ваша программа становится умной. Вместо того, чтобы писать 1000 строк для 100 разных деталей, вы пишете один макрос, который сам пересчитывает координаты в зависимости от заданных переменных. Вы учите станок думать математически. Это превращает вас из просто рабочего в инженера-архитектора процесса. Вы знаете, что еще круче, чем умная программа? Умная программа, которая проверяет саму себя. С помощью системных переменных и макросов станок может сам контролировать износ фрезы, измерять заготовку щупом и корректировать траекторию прямо на лету. Конечно, если ваше оборудование позволяет такие вещи делать. Вы создаете автономную систему, которая работает без брака даже в самую тяжелую ночную смену. За такие исключительные навыки работодатели готовы платить любые деньги, потому что вы экономите им деньги и миллионы на браке и на инструменте. Думаете, это предел? Мы только подобрались к самому вкусному кусочку пирога. Добро пожаловать в мир CAD/CAM систем. Научившись писать программы вне станка на мощных компьютерах, вы выходите на совершенно новый уровень дохода. Вы больше не привязаны к масляному полу цеха, вы создаете сложнейшие 3D траектории, симулируете процессы обработки прямо на экране компьютера, полностью исключая любые столкновения. Вы становитесь мозговым центром всего производства. Но чтобы официально закрепить за собой этот статус и требовать повышения, вам потребуется один маленький, но весомый козырь. И я вам скажу, что многие операторы, многие наладчики, осваивая эти навыки, им покупают компьютеры, создают рабочие места, и они уже сами работают практически на инженерном уровне, получая неплохие прибавки к заработным платам. И этот козырь, про который мы говорили, это микросертификация. Это может быть пятинедельный интенсив по серьезной CAD-системе или получение специализированного сертификата, способный поднять вашу заработную плату на солидный процент буквально за несколько месяцев. Работодатели обожают документальное подтверждение ваших навыков, ведь это снижает их риски при найме или увеличении вашей заработной платы. Ну, то есть вы понимаете, что это фактически создает основания, то есть есть какие-то предпосылки, с которыми ваш даже непосредственный руководитель может обратиться к вышестоящему руководству и уже требовать на основании этого повышения заработной платы, мотивируя это тем, что вы достаточно такой уже серьезный специалист. Вы вкладываете немного своего времени в обучение, а получаете дивиденды всю оставшуюся свою карьеру. Однако настоящая сверхприбыль кроется не только в бумажках, они кроются в материалах, которых все боятся. Догадываетесь, о чем я вам говорю? Титан. Он легкий, невероятный, прочный, идеальный для авиации и медицины, но абсолютно беспощадный к вашему инструменту. Он плохо отводит тепло, вязнет и заставляет дорогие фрезы гореть синим пламенем. Умение обрабатывать титановые сплавы, понимать правильные подачи, стратегии резания – это ваш счастливый билет в высшую лигу. Аэрокосмические заказы стоят баснословных денег и платят за них, соответственно, очень дорого. Но поверьте, Титан покажется вам мягким пластилином по сравнению со следующим монстром. Это Inconel, жаропрочный суперсплав, из которого делают лопатки, реактивных турбин и детали ядерных реакторов. При обработке он мгновенно образовывает наклеп, становясь тверже с каждым проходом инструмента. Обычная фреза умирает в нем за считанные минуты, но оператор, который умеет укрощать Inconel, зарабатывает в индустрии неприлично много, скажу я вам. Это закрытый клуб элитных операторов и наладчиков. Хотите узнать, какое технологическое оружие мы используем против этого неподатливого зверя? Это, конечно, криогенное охлаждение. Я вам скажу так, вы сейчас вот, наверное, смотрите и думаете, что про что он тут рассказывает? Я вам скажу так, если вы будете говорить, что я умею обрабатывать это, я обрабатывал это, я умею то-то, 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 вы, особенно если вы это еще и продемонстрируете, то ваш уровень заработной платы, вы можете претендовать на самый топ вашей компании заработной платы для оператора или наладчика, или даже выше. Криогенное охлаждение, подача жидкости под сверхвысоким давлением. Чтобы победить Inconel, нужно буквально заморозить зону резания с жидким азотом или ударить струей в 1000 атмосфер. Это мгновенно сбивает стружку и не дает адскому теплу разрушить инструмент. Настройка таких систем требует хирургической точности и глубочайшего понимания физики процесса.
Впрочем, вся эта невероятная мощь разнесет вас станок в щепки, если вы упустите одну критически важную деталь в самом начале. И эта деталь — абсолютная жесткость базирования. При работе с суперсплавами деталь должна быть закреплена монолитно. Любая даже микроскопическая вибрация просто разрушит твердосплавный инструмент мгновенно, потому что это самое губительное для него. Затягивая сверхмощные прихваты, используйте инструмент, который выдержит такие нагрузки, а именно головки и ключи Berger. Это ваш надежный напарник. Вспомните их логотип на золотом щите, знак уверенности. И деталь будет стоять просто как влитая. Ну, зажать деталь — это полдела. Куда движется геометрия современных деталей? Еще один способ, который поможет вам выбиться, так сказать, в высшую лигу, это 5-осевая обработка. Сейчас это очень популярно на всех предприятиях. Формы деталей становятся все безумнее и безумнее. Многие детали объединяются из 2 в 1, из 3 в 1. То есть делаются более сложные детали. Это обусловлено и экономией, и определенной усовершенствованием конструкции. А времени на их переустановку и обработку все меньше. Современные 5-осевые центры позволяют выпилить сложнейшую деталь со всех сторон за одну установку. Это, конечно, исключает и многие вопросы по браку, расположению поверхностей, допусков и так далее. Программирование таких станков — это тоже считается высшим пилотажем пространственной кинематики. То есть поворотные столы, есть это, если вы с этим научитесь работать, а вы научитесь, потому что сложного там в принципе-то ничего нет, надо просто ваше желание. Вы должны мыслить в объеме, управляя осями так, чтобы шпиндель не въехал в стол на огромной скорости и качество детали получалось на уровне. Это настоящая уже элита. Но что если деталь маленькая, да, то есть и ее едва просто видно невооруженным глазом. То есть такое понятие, как микрообработка. Представьте себе фрезу, которая тоньше человеческого волоса. Деталь для новейших медицинских имплантов или микроэлектроники требует точности до тысячных долей миллиметра. Здесь правят совершенно другие законы физики. Малейшее биение шпинделя или даже колебания температуры воздуха в цехе приводит к неисправимому браку. Это ювелирное искусство, и оплачивается оно по тарифам высокой инженерии. Однако пока мы с вами возимся с микронами, на заводы надвигается нечто более масштабное. Это индустрия 4.0 и коботы. Роботы-манипуляторы уже вовсю загружают заготовки и меняют тяжелые палеты. Многие операторы боятся, что автоматизация отберет их работу. Это неправда. Автоматизация забирает лишь грязную рутину, а умный специалист, которым вы, я надеюсь, в скором времени уже станете, учится управлять всей этой автоматизацией. Тот, кто умеет синхронизировать работу робота и станка с ЧПУ, становится бесценным интегратором. Ваш доход стремительно растет вместе с производительностью вашей конкретно ячейки станков, какой вы управляете. Но кто будет лечить этих роботов, когда они будут неизбежно сломаны? Диагностика и обслуживание оборудования современных станков ЧПУ — это сложнейший симбиоз точной механики и тонкой электроники. Умение слушать станок, понимать, почему произошла ошибка по сервоприводу — это бесценный навык. Оператор, который предотвращает серьезные аварии и грамотно проводит плановое техобслуживание, сберегает компании огромные бюджеты. И для такого тонкого обслуживания нужен исключительный подход. Знаете, что всегда лежит в тумбочке у такого предусмотрительного профессионала? Отличный слесарный инструмент, который помогает снять защитные кожухи, бережно заменить помпу или отрегулировать направляющие. Для этого нужны надежные наборы. Я, как и обычно, вам порекомендую Berger компании, безотказные трещотки, идеальные ключи. Девиз тех, кто не боится испачкать руки, чтобы спасти оборудование стоимостью в миллионы — это бери и делай. Когда вы становитесь таким незаменимым техническим экспертом, перед вами открывается совершенно новый, неожиданный путь заработка. Об этом мы говорим, это удаленная работа и фриланс. Да, вы не ослышались, оператору экстра-класса не обязательно жить у станка. Имея огромный опыт и мощный компьютер, вы можете брать заказы на написание программ для небольших мастерских по всему земному шару. Ну, это сейчас возможно с помощью интернета. Платформы полны заказов на программирование, где платят за каждую удачную траекторию. Ваш цех теперь
весь мир, и вы сами диктуете свои цены. Но чтобы выйти на этот уровень стабильно, вам понадобится еще один уникальный инструмент. Цифровые двойники и полная симуляция. Это уже вовсю применяется на современных предприятиях. Прежде чем отправить готовый код заказчику на другой конец света, вы должны быть уверены в нем на 200%. Использование программ верификаторов, которые создают точную виртуальную копию станка, позволяет отладить весь процесс без единой стружки. Вы попадаете заказчику в абсолютную надежность. Таким специалистам выстраиваются очереди, я вас уверяю. Но что делать, если вы хотите расти не вширь, а вглубь на своем родном предприятии? Искусственный интеллект в помощь программисту. Сегодня искусственный интеллект может генерировать базовый G-код и оптимизировать траектории резания. Это не ваш враг, это ваш самый быстрый подмастерье. Эксперты, которые умеют обучать нейросети и проверять за ними машинный код, уже получают сверхприбыли. Не упустите этот шанс. Вы используете технологии завтрашнего дня, чтобы выполнять работу в 10 раз быстрее конкурентов. Но как масштабировать свой человеческий опыт там, где машины пока еще бессильны? Я говорю про наставничество. В вашей отрасли сейчас колоссальный кадровый голод. Старые мастера постепенно уходят на пенсию, молодежь нужно срочно обучать. Если вы систематизируете свои ценные знания и начнете обучать стажеров, вы станете стратегическим активом всего цеха, а может и предприятия. Руководители готовы доплачивать щедрые премии тем, кто способен быстро выращивать и обучать новые эффективные кадры. Вы масштабируете свой личный опыт и таланты через других людей, и это плавно переводит вас на следующую, более высокую ступень. Управление цехом и истинное лидерство. Да, вы не ослышались. От оператора до инженера и после начальника цеха или производства — это совсем нормальный карьерный рост. Это абсолютно реальный классический путь. Вы прекрасно знаете, как режется металл, как пишутся программы и как думают люди у станков. Ни один теоретик не сможет управлять цехом лучше, чем человек, прошедший этот путь от горячей стружки до мониторов и кабинетов. Вы начинаете оптимизировать весь цех, а после, может быть, и весь завод. Но готовы ли вы к той колоссальной ответственности, которая неминуемо обрушится на вас? Решать, конечно, только вам. Ответственность — это и есть обратная сторона высоких доходов. Каждый новый освоенный сплав, каждый написанный макрос — это ваш несгораемый личный капитал. Никакой искусственный интеллект не заменит инженера, который чувствует металл всей своей душой. Вы больше не придаток станка, вы его мозг и повелитель. Завтра утром вы придете в цех и посмотрите на свой станок другими глазами. Это ваш инструмент, ваш кормилец для создания богатства. Берегите знания, не бойтесь сложных задач. Индустрия ждет вас и ваших действий. Покажите ей высший класс. А у меня на этом все, друзья. Всем добра. Пока-пока.